Глава 181. Зеркало и демон. Центральный дворец был совершенно пуст, в нем стояла мертвая тишина. Сделан он был полностью из черного железа, что придавало ему вид не дворца, а скорее мавзолея. Самым странным было то, что все стены были покрыты бесчисленными гигантскими зеркалами, которые плотно смыкались друг с другом. Не было ни одного пробела, казалось, что им нет конца. Человек стоял в центре, а вокруг него в каждом зеркало было по отражению. Казалось, что дворец не имеет границ, а один человек превратился в 1000 человек. Сотни огромных трехметровых зеркал словно образовывали особый узор. Войдя во дворец, было легко не найти выход и потеряться. По полу гулко ударил огромный молот. Это сокровищница. Это сокровищница. Здесь совсем ничего нет. Наньгун Юнь была в ярости. Карта обманула нас. Возможно, это шутка, подстроенная создателем пространства. Остальных обуревали точно такие же чувства. В гигантском пчелином улье они собрали много тысячелетнего меда, практически святыню. Во дворце мастеров они собрали огромное количество духовных предметов. Они упорно трудились, пытаясь добраться до центра гигантского лабиринта, но в итоге ничего не нашли. Ни стражников, ни сундуков с сокровищами. Это было слишком нелепо. Карта не может ошибаться, создателю пространства не могло быть настолько скучно, Чутянь в это не верил. Он чувствовал, что здесь есть странное образование. Множество хрустальных зеркал находились здесь не просто так, однако он до сих пор не мог понять истинной причины. Осмотритесь, здесь должно быть что-то странное. Нашел. Это зеркало немного отличается. Зеркало, которое нашел Юнь Сяо, не отличалось размерами, однако его рама была фиолетово-золотистой. Неизвестно, из чего было сделано это зеркало, но выглядело оно очень изысканно. Оно испускало слабое свечение, а в глубине его не было демонического тотема. Из любопытства Фэн Цайде провела по зеркалу и заметила, что на обратной его стороне есть отверстие. Оно было квадратным, словно туда нужно было что-то поместить. Все сразу вспомнили про ключ от сокровищницы. Чутянь достал квадратный кристалл, который нашел в фиолетовом сундуке. Форма казалась подходящей, поэтому он, не задумываясь, вставил кристалл в отверстие. Когда кристалл погрузился в него, он слился с древним зеркалом, словно изначально был его частью. Древнее зеркало завибрировало и наполнилось энергией, фиолетово-золотая рама вспыхнула, а из гладкого зеркала, на котором не было ни пылинки, потекли колебания энергии. На его поверхности появились волны, казалось, что оно вот-вот расплавится. Раздался приглушенный звук, ослепительный свет не давал им открыть глаза. Луч света, вырвавшись из зеркала, упал на колонну, что стояла в отдалении. В колонне появилась огромная дыра, пронзив колонну, луч света пронесся через весь зал и ударил по железной стене коридора. Несмотря на то, что до коридора было 6-7 метров, луч начал плавить железо, которое стекало со стены потом красной раскаленной жидкости. Наньгун Юнь была потрясена. Такая сильная энергия. Кристалл активировал зеркало и высвободил луч мощной энергии. Выходит, настоящим ключом от сокровищницы был не кристалл, а зеркало. Или, если точнее, луч света. Луч настолько мощный, что может расплавить даже железную стену, сказала Фэн Цайды, в сокровищнице есть двери. Этим лучом нужно расплавить железную дверь. Невозможно. Войдя в гигантский лабиринт, Чутянь кое-что понял. Пространство испытания проверяло не только силу и удачу, но и знания и понимание технологий. Например, кубическая головоломка и тайная марионеточная. Гигантская сокровищница была сердцем пространства, а это значило, что разгадать его тайну труднее всего. Разве можно разгадать ее, всего лишь расплавив стену лучом света? Чутянь долго осматривал дворец. Вдруг его уши пронзил протяжный звонкий вопль. Из зеркал валит дым. Вокруг них возник черный демонический туман. Демонические тотемы, изображающие волков и расположенные за зеркалами, каким-то образом ожили. Они медленно вылезали из зеркал, по всему залу разносилось злобное рычание. Проклятие. Тотемы превратились в чудовищ. Из зеркал начали выбираться чудовища с волчьими головами, человеческими телами и хладнокровным видом. Еще у них были хвосты ящериц и крылья летучих мышей. Это было неописуемое и отвратительное сочетание, и Юнь Сяо выкрикнул: «Их так много, что мы можем с ними сделать?» Чутянь возразил: «Ерунда. Что мы можем сделать? Сразиться с ними». Демоны были по 3 метра ростом, в воздухе ощущалась кровожадная демоническая ци. Их тела рвались к ним, превращаясь в черный туман. Чтобы справиться с ними, они воспользовались марионетками. Рука, сжатая в кулак, атаковала гущу черного тумана, и туман тут же рассеялся. Он убит. Нет,
Это не могло произойти так просто, рассеявшийся черный туман постепенно скопился у груди гигантской марионетки. Превратившись в большой трезубец, он насквозь пробил грудь марионетки. Марионетка рухнула на землю, оборону марионеток не могли пробить даже культиваторы царства истинной души, а демон пронзил тело марионетки легко, словно бумагу. Фэн Цайде побледнела. Моя марионетка не может пошевелиться. Линь Му, Фан Хань и Юнь Сяо хотели прийти на помощь, но не могли. Когда демоны превратились в черный туман, их тела изменились. Все атаки проходили сквозь них. К ним приближались 7-8 чудовищ, гигантскую марионетку разорвали на куски. С другой стороны готовился напасть демон, превратившийся в лук и стрелу. Стрела беззвучно вылетела, и Юнь Сяо даже не заметил, как она пронзила его тело. Нефритовый жетон засиял белым светом, и Юнь Сяо покинул пространство испытания, Юнь Сяо дисквалифицировали. Остальные мгновенно переменились в лице. Это был первый раз, когда кого-то дисквалифицировали. Чутянь сказал Лисенку: «Кажется, это демонические существа. Ты можешь с ними справиться». Хотя это были демонические существа, Лисенок ощущал, что они особенные, и защита у них тоже особенная. Уничтожить их сейчас было невозможно, они не могли ничего с ними сделать. Чутянь нахмурил брови. Могут ли в пространстве испытания быть непобедимые чудовища? Это нелогично. Лисенок закатил глаза, на его мордочке было написано непонимание. Это плохо. Мы не можем их остановить. Чудовища набегали волнами, марионетки Линьму и Фан Ханя мгновенно переломились. Слишком быстро. Демонов не только было невозможно уничтожить, они еще и оказались очень сильными и очень быстрыми. Прежде чем они успели отреагировать, их полностью окружили. Увидев это, Наньгун Юнь побледнела. Все кончено. Ее голос затих. Огромная масса демонов слилась в черный смерч, который направился к ним. Что им оставалось делать? Все было бесполезно, и физические атаки, и энергетические. Понял. В критический момент Чутиня вдруг осенило. Быстро. Справьтесь с ними, используя свет. Наньгун Юнь, Фэн Цайде и Юнь Я вдруг поняли. Верно, светящееся зеркало Фэн Цайде оказалось к нему ближе остальных, поэтому направила луч в гущу черного тумана. Когда луч света ударил по телам демонов, демоны пронзительно завопили. Черный туман сразу же исчез, а они превратились в волков, полностью лишившись преимуществ трансформации. Демоны пытались заслониться от зеркала, но их тело покрылись трещинами. Лисенок, сверкнув глазами, сразу же выскочил. Повернувшись к демонам, он открыл пасть, вдохнул полной грудью, и тело Лисенка втянуло демонические силы. Несколько каменных фигур рассыпались на части. Вооружившись молотом, Наньгун Юнь ударила по бегущим демонам. Демон отлетел в сторону и разбился на осколки. Хорошо, они добились успеха, зеркало оказалось уловкой, они истребили всех демонов, но времени на радость у них не было. Пройдя сквозь демонов, он ударил в зеркало перед ними и отразился в зеркале, что располагалось напротив него. Луч отразился 5-6 раз. Ах! Потрясенно вскрикнула Фэн Цайде. Луч ударил по ней, и ее мгновенно выкинуло из пространства испытания. Наньгун Юнь вырубилась. Проклятие! Что она сделала? Она отразила луч и уничтожила сама себя. Это произошло мгновенно. Фэн Цайде даже не заметила, как ее дисквалифицировали. Юнь Я серьезно произнесла: «Вокруг нас зеркало, и когда луч отразится несколько раз, предсказать его путь будет уже сложно. Видимо, использовать зеркало невероятно опасно». Луч, выпущенный из главного зеркала, отражался в ряде других зеркал и создавал плотную сеть световых лучей. Лучи были очень мощными, и даже если они коснутся их хотя бы чуть-чуть, их тут же дисквалифицируют. Зеркала в зале начали вибрировать. Снова появилось больше сотни демонов. Наньгун Юнь потеряла остатки уверенности. Она сразу же приняла решение умереть. «Я займусь зеркалом, а вы, ребята, разберитесь с ними. Уничтожьте их всех». Главное зеркало располагалось в очень рискованном месте. Прежде чем исчезнуть, Наньгун Юнь хотела уничтожить чудовищ. «Наньгун, вернись, не нужно подвергать себя опасности». Опроверг он необдуманное решение Наньгун Юнь. Чутянь нашел выход. «Позволь мне это сделать». Зажегся фонарь разума, он высвободил божественное чутье. Пользуясь божественным чутьем, Чутянь управлял зеркалом. Он повернул зеркало, мощный луч света пробежал по демонам и мгновенно лишил их защитной энергии. «Твоя очередь, малец». Лисенок быстро пробежал, втягивая демоническую силу. Лишившись защитной энергии, демоны стали очень хрупкими. Луч света в мгновение эко расколол их на куски. Вы убили зеркального демона. Вы получаете 3 балла. Цифры на нефритовом жетоне Чутиня продолжали меняться. Отсчитывая несколько сотен новых баллов, Наньгун Юнь радостно закричала:
Ты прикончил их всех. Юнь-Я обнаружила, что оставшиеся демоны, вышедшие из зеркал, собираются вместе и предупредила Чутяня: будь осторожен, их осталось много. 200 демонов слились воедино. 200 демонов превратились в гигантское существо. Наньгун Юнь рассмеялась. Неужели эти идиоты не знают, что они стали всего лишь большой мишенью? Босс, направь на них свет и убей их. Когда на гигантского демона упал луч света, демон начал испускать синий дым. Он напоминал плавящийся кусок железа. Хотя он кричал от боли, однако к первоначальному виду не возвращался. Он отказывался меняться, словно его защищала странная энергия. Что происходит? Оторопела Юнь-Я. Зеркало потеряло силу. Нахмурив брови, Чутянь сказал: это не зеркало потеряло силу. Это демоны, слившись воедино, набрались сил, чтобы противостоять свету. Наньгун Юнь широко распахнула рот. Как это возможно? Как мы победим его? Новорожденный гигантский демон взмыл в небо. На его тело выросло бесчисленное количество оружия из черной энергии, добавив ему больше сотни конечностей, сделав его похожим на огромного осьминога. Воздух наполнился ужасающим давлением. Словно демон, превзойдя царство пробужденной души, достиг более высокого царства. Хоть чудовище и не могло совсем противостоять смерти, оно все равно не было соперником, которого Чутянь мог победить, ведь светящееся зеркало больше на него не действовало. Глава 182. Улов для рыбака. С демонами и без того было сложно справиться, а теперь они, слившись воедино, стали еще сильнее. С ними не могло справиться даже светящееся зеркало. Как же им сразиться с ними? Во все стороны потянулись бесконечные щупальца, энергетическое оружие демона. Главный зал заполнила энергия, которой хватило бы, чтобы окутать весь мир. Внутри чудовища скопилась ужасающая энергия. Это плохо. Кажется, он хочет применить уловку. Чутянь был спокоен, как лед, он думал, нахмурив брови. Чудовище и без того было подавляюще могущественным, с ним не мог справиться даже культиватор пробужденной души. А теперь у него была еще и бессмертная сила, которая отражала все атаки, даже лучи света. Чудовище было непобедимым, но это противоречило общей логике. Пространство испытания никогда не создавало задачу, которую нельзя было решить, так что они просто пока не нашли ответ. Высвободив божественное чутье, Чутянь проверил соседнее зеркало. Его осенило, он кое-что понял. Он поднял правую руку. Зеркало повернулось на несколько градусов. Отразившись от обычного зеркала, световой луч отразился на 90 градусов и врезался в демона. Демон взревел, клубами повалил синий дым. Гигантский демон на несколько шагов отступил. Я понял. Теперь Чутянь ясно понимал секрет этой комнаты. Свет главного зеркала самый слабый, и после каждого отражения он становится чуть сильнее. Если мы сможем выстроить траекторию луча, то его окончательной силы хватит, чтобы победить демона. Наньгун Юнь и Юнь-Я были потрясены. Это было слишком сложно, потому что зеркала были расположены хаотично. Если с одним отражением еще можно было справиться, однако как контролировать луч, который отразится несколько раз, и нанести демону идеальный удар? Чутянь окружил древнее зеркало божественным чутьем. Помогите мне немного, задержите его. Хорошо. Отдав приказы марионеткам, Юнь-Я и Наньгун Юнь, отвлекая внимание демона, бросились в разные стороны. Чутянь с помощью божественного чутья управлял зеркалом. Его радовало, что у демона огромное тело, ведь ему не нужно было тщательно прицеливаться. Для удара было достаточно резко отраженного луча. Были задействованы несколько зеркал. Луч исходил из главного зеркала, отражался в первом, во втором, в третьем. Примерно через 10 этапов он стал гораздо ослепительнее. Он врезался в грудь демона, словно пучок света, пропитанный энергией. Демон издал жалкий крик, черным туман рассеялся, и он приобрел изначальную форму. Быстро. Рассмеялся Чутянь. Разберись с ним. Лисенок втянул воздух, а вместе с ним и половину тела демона. Наньгун Юнь и Юнь-Я приказали марионеткам пройти вперед. Разрушительные кулаки раскололи демона на куски. Даже если бы чудовище было сильнее, оно, ограниченное таким мощным светом, явно не смогло бы удержаться. Перед тем, как разрушиться, оно издало жалкий крик. Вы убили защитника зеркала. Вы получили 60 баллов. Один только Чутянь получил 60 баллов, Лисенок, Наньгун Юнь и Юнь-Я тоже участвовали в бою, и неизвестно, сколько получили они. Стало ясно, насколько сильным оказалось это чудовище. В зале осталось еще несколько демонов. «Свет, свет!» Быстро выкрикнула Наньгун Юнь. «Посвети на них».
Чутянь повернул зеркало, и в них ударил луч света. Демонам пришлось вернуться к изначальной форме, и Лисенок, сделав свой ход, убил их всех, и Юнь-Я и Наньгун Юнь с облегчением вздохнули. Они не могли поверить в то, что только что произошло. Они поверить не могли, что чудовище оказалось таким пугающим, все это сделал Чутянь. Если бы не знание Чутяня, их уничтожили бы даже обычные демоны, не говоря уже о гигантском демоне. Чутянь был слишком сильным, человек ли он? Возможно, в этом мире, возможно, все Наньгун Юнь переполняло поклонение. Даже упрямая и высокомерная Юнь-Я была в восторге от этого юноши. Они собрались выразить свои чувства, однако не успели ничего сказать. Из коридора донесся свист, и десятки золотых драгоценных мечей, пролетев мимо них, врезались в зеркало вокруг Чутяня и повернули их в разные стороны. Это были зеркала, с помощью которых Чутянь менял направление луча. Теперь, когда их развернули, стало ясно, что кто-то пытался уменьшить силу атаки Чутяня. «Тебе чертовски везет», — раздался в конце зала чей-то холодный смех. «Вы действительно нашли этих могущественных марионеток и даже победили демонов Центрального дворца. Хорошо, что вы пришли сюда первыми, иначе мы бы, возможно, не справились с этими чудовищами. Это плохо, это Чу Синхэ и остальные. Из-за Чутяня Чу Синхэ и остальные временно образовали союз. Эти трое были достаточно сильны, особенно Чу Синхэ, который был близок к 5-му уровню пробужденной души. Благодаря мощному культивационному фундаменту он даже мог сражаться с могущественными гигантскими стражниками. Теперь, когда его поддерживали Ло Сян Лун и Е Тян Лан, скопище рабочих не было для них угрозой. Втроем они легко уничтожили огромную группу рабочих. Они спасли свои жизни, хоть и сталкивались с пугающими чудовищами, подобными гигантским стражникам. Поэтому троица постепенно достигла цели. Увидев, как Чутянь во время боя в главном зале управляет марионеткой и зеркалом, они были потрясены его техникой. Так не мог сделать даже Чу Синхэ. В конце концов, нужна была не только сила, но и глубокая мудрость. Е Тян Лан и Ло Сян Лун хотели подкрасться к атакующему Чутяню, однако Чу Синхэ их остановил. Все время они наблюдали, ожидая, пока обе стороны не обессилят. И вот пришло время выйти на свет и присвоить улов. Наньгун Юнь сердито закричала: «Я боялась, что не смогу тебя найти, но никогда не думала, что ты сам пойдешь навстречу смерти. Испытай мощь старушки». Закончив говорить, она приказала поврежденной марионетке сразиться с ним. Однако Чутянь нахмурил брови. «Подожди, Наньгун». Чу Синхэ не был глупцом, скорее, дело обстояло наоборот. Мыслил он внимательно и очень спокойно, справиться с таким человеком будет трудно. Он уже давно наблюдал, так что не мог не знать о силе марионеток и текущей ситуации. Чу Синхэ не сделал бы ход, если бы не был полностью уверен в победе. Сторонники Чутяня после боя были тяжело ранены, они не были сильны, хоть у них и было несколько марионеток. Сила марионеток была близка к царству истинной души, однако они были сильно повреждены, ими больше нельзя было пользоваться. Опять же, эти трое были опытными культиваторами, так что им могли сделать марионетки. Они могли бы убить Чутяня и остальных, силы позволяли им это сделать. Кроме того, раз Чутянь смог найти в гигантском лабиринте марионеток, то команда Чу Синхэ могла столкнуться по пути с чем угодно, так что если бы троица не была бы полностью уверена, она бы не вышла. Если они сейчас сразятся, команда Чутяня определенно потерпит поражение. Юнь-Я прекрасно понимала проблему. Она куда лучше Чутяня и Наньгун Юнь знала силу Чу Синхэ. Она не боялась Е Тян Лана и Ло Сян Луна, однако этот человек был достаточно силен, чтобы представлять для них угрозу. Его наследованное искусство меча было слишком могущественным. Как только они отдадут приказ марионеткам, их немедленно убьют. Чутяню сразу пришла в голову мысль: раз вы смогли добраться сюда, значит, у вас тоже есть карта. Думаю, вы знаете, что это самое сердце гигантского лабиринта. Большинство сокровищ пространства испытания находится здесь. И что? Рассмеялся Ло Сян Лун. Сначала, отбросы, мы разберемся с вами, а потом найдем сокровища. Насмешливо глядя на них, Чутянь произнес: открыть сокровищницу можно с помощью зеркал, и разгадать этот секрет довольно сложно. Вы не смогли разгадать кубическую головоломку, а теперь хотите понять секрет сокровищницы. Что за глупые мечты? Он явно смотрел на них свысока, сердца трех молодых мастеров наполнились гневом, но Чутянь был прав. Они даже не смогли решить кубическую головоломку, так как они могли открыть легендарную сокровищницу. Чепуха! Выкрикнул Е Тян Лан, который ненавидел Чутяня до глубины души. И что с того, что мы не сможем получить сокровища? Прекрати тянуть время. Я покажу тебе, где раки зимуют. Перед Е Тян Ланом оказался драгоценный золотой меч. Е Тян Лан паник. Чу Синхэ, ты что делаешь? Игнорируя Е Тян Лана, Чу Синхэ спросил: ты можешь открыть сокровищницу?
Я не знаю, но если мы говорим о том, кто все же сможет ее открыть, то кто, кроме меня, способен на это? В области знаний с Чутянем нельзя было сравниться. Ло Сянлун и Е Тянлан были нетерпеливыми. Им было наплевать на скрытый тайник, убить Чутяня, искалечить его и вышвырнуть прочь было гораздо лучше абстрактного скрытого тайника. Кто знает, может, он просто тянет время и мелит чепуху. Чу Синхэ спросил: «Сколько времени тебе нужно?» Чу Тян ответил: «Около часа». «Разве ты не видишь, Чу Синхэ? Этот хитрый ублюдок просто тянет время», — решительно возразил Е Тянлан. «Мы не можем попасться на его уловки. Никто не может открыть тайник, так почему мы верим, что он может это сделать? Они же просто отбросы, чего ты боишься?» Чу Синхэ осторожно щелкнул пальцами, и вокруг него появились драгоценные золотые мечи. «Мои мечи могут мгновенно их убить, так что дадим им немного времени». Уверенность Чу Синхэ не была безосновательной. Марионетки, которыми командовал Чутянь, не могли сравниться с гигантскими стражниками, к тому же они были серьезно ранены, их оборона ослабла. Чу Синхэ был уверен, что если начнется сражение, они проиграют. Более того, имперское искусство драконьего меча было таким многогранным, что его было более чем достаточно, чтобы убить этих троих, не говоря уже о 3 марионетках, которые не достигли царства истинной души. Даже если бы они достигли царства истинной души или даже более высшего царства, какой от них будет толк, если их хозяева умрут? Глава 183. Скрытая дверь. Чу Тянь и Чу Синхэ затаили друг на друга обиду. Чу Тяню нужно было немного времени. Если у него будет время подготовиться, то он сможет найти способ и сразиться. Сила Чу Синхэ была неоспоримым фактом. Даже культиваторы, равные ему по силе, могли умереть лишь от одного удара Чу Синхэ. Впервые с того момента, как Чу Тянь попал в эту эпоху, он понес такие тяжелые потери. Чу Синхэ остался таким сильным даже при подавленном культивационном фундаменте. Его культивационный фундамент был близок к 5-му уровню пробужденной души, что дарило ему подавляющее превосходство. Среди 4 молодых мастеров он был лидером, его не могли победить даже 3 других молодых мастера, объединившие силы, единственной надеждой была сила светящегося зеркала. Если он сможет заполучить контроль над светящимся зеркалом, то сможет сразиться с Чу Синхэ, но разве рассудительный Чу Синхэ мог не догадаться о намерениях Чутяня? Он был уверен, что Чутянь не успеет ничего предпринять. Над головой Чутяня парили мечи, и если он начнет вести себя странно, то его немедленно убьют. У него не было шансов сделать что-либо вообще. Чу Синхэ отличался от Ло Сянлуна и Е Тянлана. Они думали лишь о том, как бы применить силу. Неважно, насколько глубокой была обида семьи Чу на Чутяня, пока о ней можно забыть. Скрытые сокровища пространства испытания интересовали его гораздо больше, чем семейные дрязги. Если он получит скрытые сокровища, то завладеет бесконечным богатством, ресурсами и культивационными техниками, сила и влияние Чу Синхэ выйдут на новый уровень. Для такого человека, как Чу Синхэ, семья, друзья и фамильная гордость ничего не стоили. Он без колебаний заплатит любую цену, чтобы стать сильнее. Чу Тянь был единственным человеком, который мог открыть сокровищницу, подавив кровожадность. Чу Синхэ игнорировал протесты Е Тянлана и Ло Сянлуна. Он дает Чутяню час, чтобы тот выполнил обещание. Наньгун Юнь и Юнь Я с тупым недоумением смотрели друг на друга. Ситуация сложилась прескверная. Чутянь выгадал для них немного времени, но как его применить? Сражаться было невозможно, так что им действительно придется помочь им и открыть сокровищницу. Он смогут улучшить момент и сбежать. Чутянь, что ты задумал? Чу Синхэ был достаточно силен, и если он изучит тайну башни испытания, то кто в центральном государстве сможет с ним конкурировать? Чутянь приказал им осмотреть зеркало. В комнате было больше 300 зеркал. Хотя располагались они в случайном порядке, в них просматривалась какая-то закономерность. Чутянь считал, что если разглядит закономерность, то сможет открыть дверь в сокровищницу. Какая же складывалась картина? Свет был ключом, который мог открыть дверь сокровищницы. Чутянь стоял у главного зеркала и смотрел на исходящий от него свет. Спустя долгое время его осенило. Так вот в чем дело. Чутянь посмотрел вниз, прямо под ноги. На полу главного зала были выгравированы руны. Нормальным людям руны казались хаотичными и бессмысленными, однако Чутянь их понимал. Кажется, эти руны были основой массива, руны в полу образовывали источник энергии. Назначение света стало ясным. Свет из зеркала можно было применить для завершения массива. Чутяню нужно было настроить зеркало и поместить его в нужное положение. Непрерывно отражающийся луч света вместе с рунами в полу создал бы идеальный массив, зеркало в качестве пера, а свет в качестве чернил. Можно было создать невероятный гигантский массив. Свет оказался ключом от сокровищницы. Пользоваться им и так было невероятно трудно. Немыслимо, невероятно, об этом никогда никто не слышал.
Создатель пространства явно был необычным существом. Зачем в скромном испытании, где пробует силы молодежь, применять такой сложный массив? Чтобы разгадать эту задачу, нужно было неимоверно много знать о гигантских массивах. Молодежь не могла владеть таким мастерством. Неудивительно, что он стал извечным вопросом. Это была несколько сложная задача. Мне нравится, попав в эту эпоху, Чутянь сталкивался с вызовами, которые были для него слишком легкими. Он впервые нашел что-то интересное, как он мог не радоваться. Впрочем, чем больше трудностей, тем выше награда. Чутянь мог открыть сокровищницу, но не мог обещать, что сможет ей завладеть. Чу Синхэ и остальные следили за ним. Если Чутянь откроет сокровищницу и отдаст этой троице, то многое потеряет, он будет за нее бороться. Ощущая, как над ним висят драгоценные мечи, он успокоился. Гигантский массив дарил ему 30% уверенности в том, что он их убьет. Теперь нужно было лишь понять, кто из них окажется быстрее. Пока Чутянь настраивал зеркало и готовился к ответному удару, со стороны обоих коридоров донесся рев. В коридорах рычали большие отряды чудовищ. Чутянь нахмурился. «Задержите их. Пока я разбираюсь с массивом, меня нельзя тревожить». Чу Синхэ холодно улыбнулся. Как он мог не видеть намерения Чутяня? Чутянь отправлял их, чтобы подготовиться. Никаких проблем, пусть готовится. Как он может сражаться со мной, пока открывает сокровищницу, не время драться друг с другом? Если чудовища доберутся до них, тогда им всем конец. Коридора было два, так что один охраняла команда Чу Синхэ, а второй — команда Наньгун Юнь. Обе стороны сохраняли молчание. Что Чутянь задумал? Непонимающе думал Юнь Я. Мы не можем позволить им заполучить сокровища. Наньгун Юнь, нахмурив брови, ходила из стороны в сторону. Она сказала себе: у босса определенно есть план. Я хорошо его знаю. Он не стал бы действовать, если бы не был уверен. Потому что он ничего не понимает. Серьезно посмотрела на нее Юнь Я. Он недооценил врага. О Ло Сян Луне и Е Тян Лане можно не беспокоиться, однако мы не можем сражаться с Чу Синхэ. Чу Синхэ действительно силен. Скажем так, если бы он сражался со мной на пределе сил, то одним ударом победил бы меня, а тремя — убил. Наньгун Юнь задрожала. Убил бы ее 3 ударами. Юнь Я носила то же звание, что и Чу Синхэ. К тому же, у нее были духовное оружие и шар грома, однако она не могла блокировать удары Чу Синхэ. Как же он силен! В обоих коридорах началось сражение. Чутянь высвободил духовную энергию и изучил 3 сотни зеркал на потолке и на стенах. Большинство зеркал поворачивались на 360 градусов, большинство зеркал при наклоне в 90 градусов могли отражать свет, каждое зеркало нужно было повернуть под нужным углом. Он должен был убедиться, что луч света отразится от зеркал в нужном порядке, никаких ошибок, никакого хаоса. Условия были невероятно суровыми, только так можно открыть сокровищницу, было ли это сложно. Человеку это было не под силу, у Чутяня было немного времени, так что у него оставалось лишь 2 часа. Это означало, что он должен сделать это с первой попытки, не допустив ни одной ошибки. Если он допустит хотя бы одну ошибку, ему придется начать сначала. Хватит ли ему времени? Дело было не только в Чу Синхэ, скоро сюда прибудут могущественные чудовища, которые определенно отнимут у Чутяня остатки времени. Нужно было сделать все с первого раза, иначе его усилия пойдут прахом. Чутянь столкнулся с проблемой, и его сердце забилось быстрее. Он совсем не боялся, скорее, волновался. Без сомнений, это действительно извечный вопрос. Хотя он понимал, что поместил массив в пространство испытания, никто с древних времен не мог решить эту задачу, а она определенно скрывала потрясающую тайну «Не разочаруй меня». Чутянь зажег фонарь разума и высвободил божественное чутье. Лучи света ударили во все стороны и осветили несколько сотен зеркал. Все отразилось в разуме Чутяня, положение зеркал, угол зеркал, каждая деталь. Глаз разума не мог охватывать такую широкую область. Если бы Чутянь по пути не достиг фонаря разума, то точно не смог бы рассмотреть детали и расположение всех зеркал главного зала. Но фундаментом для фонаря разума было его сознание, а топливом — его духовная энергия. Хотя диапазон охвата был широким, фонарь разума слишком быстро истощал божественное чутье. Хотя у Чутяня стало больше духовных сил, их было недостаточно, чтобы долго поддерживать огонь фонаря разума. Постоянно расходуя духовную силу таким образом, он мог нанести себе серьезный ущерб. Приступим. Какое-то время Чутянь смотрел, как расположено зеркало. Он ясно видел детали любого из 300 зеркал. Чутянь высвободил божественное чутье. Лисенок несколько удивился. Несколько зеркал, что находились рядом, начали вращаться, словно их двигала невидимая рука. Повернулся ближайший ряд зеркал. Зашевелился второй ряд. 3, 4, 5. Используя божественное чутье, Чутянь передвигал зеркало.
Они плотно прилегали друг к другу, словно звезды в созвездии. Это был нелегкий процесс. Несмотря на то, что Чутянь достиг фонаря разума, его божественное чутье все же было довольно слабым. Когда он разобрался с половиной зеркал, фонарь разума погас, все исчезло во тьме, Чутянь не хватило духовной энергии, Чутянь попал в беду. Взгляд Лисенко стал холодным, словно камень. Он вдруг закрыл глаза, и у него на лбу появилась печать. В тело Чутяня хлынул невидимый поток силы. Это сила. Божественное чутье Лисенко. Чутянь не мог в это поверить. Его божественное чутье довольно мощное. Чутянь не знал, каким образом Лисенок смог поделиться с ним божественным чутьем, однако это была именно та сила, в которой Чутянь сейчас нуждался. Фонарь разума снова залил светом весь зал, массив был готов, слабо улыбнувшись, Чутянь погладил Лисенка по голове. «Большое спасибо». Лисенок ослаб, но нетерпеливо ждал, к чему же приведет запуск этого невероятного массива. Чутянь кивнул. «Не беспокойся. Это только начало». Чутянь подошел к главному зеркалу с золотисто-фиолетовой рамой. Сейчас станет понятно, справился он или нет. Правой рукой он наклонил главное зеркало, и луч света упал на первое зеркало. Потом на второе, на третье, насколько быстрым окажется свет. Весь зал заполонила огромная светящаяся решетка, стремительно движущийся луч света походил на чернила, которыми мастер пишет символы массива. Всякий раз, когда луч отражался, его толщина и угол отражения были идеальными. Под конец луч стал невероятно мощным. И, наконец, в древнем пространстве испытания вспыхнул гигантским восьмигранный светящийся массив, напитавшись энергией, руны поднялись в воздух. Собравшись в одной точке, бесчисленные руны превратились в луч света, в вышине главного зала вспыхнула древняя сила. Все годы древняя сила управляла миром, однако эта сила была незаметной. В ней содержались законы неба и земли, которые наполняли каждого благоговейным трепетом и заставляли дрожать. Глава 184. Решающая битва с Чуйсин-Хэ. Чудовища, приближающиеся, словно волна, ощутили, что на них надвигается могущественная сила, и громко зарычали, словно их что-то сдерживало. Почему все чудовища исчезли? Чутяню удалось. Пойдемте посмотрим. Наньгун Юнь и Юнь-Я вместе с марионетками вернулись обратно в главный зал. Бесчисленные руны, похожие на падающие звезды, оставляющие за собой шлейф паутины, слились воедино. Наконец, в воздухе образовалась гигантская светящаяся дверь. В высоту она достигала 20 футов и производила достойное впечатление. Вы открыли дверь в сокровищницу. Вы получаете 200 баллов. Когда Чутянь разгадал тайну зеркала и открыл сокровищницу, нефритовый жетон на его груди засветился, и он получил еще 200 баллов. Это была высшая награда, полученная в пространстве испытания. Значит, открыть сокровищницу было в десятки раз сложнее, чем решить кубическую головоломку. Чутяню действительно удалось. Чутянь наконец разгадал тайну, которая все эти годы скрывалась в башне испытания. Двое из них не добрались до главного зала. Чутянь вздохнул, но совсем не с облегчением, потому что хлопоты только начались. «Скорее, идите сюда». Чутянь увидел, что команда Наньгун вернулась, и быстро поманил их. Никто не ожидал, что в этот момент в главном зале появятся 3 полосы золотистого света. «Осторожнее», — предупредил Чутянь, но было уже поздно. 3 драгоценных золотых меча, появившиеся из ниоткуда, мгновенно устремились к ним. Юнь-Я и Наньгун Юнь, потрясённые возникновением огромной двери, не успели отреагировать. Мечи пронзили их. Превратившись в белый свет, они исчезли. К Чутяню тоже летел меч, но когда он был уже рядом, нефритовый талисман превратился в барьер, который остановил драгоценный золотой меч. Чутянь посерьезнел. Чёрт возьми. Это было действительно странно. Чуйсин-Хэ не вернулся в главный зал, однако все же мог управлять летающими мечами, Наньгун Юнь и Юнь-Я не смогли защититься, поэтому их дисквалифицировали. Чутянь только что закончил работать над гигантским массивом и не мог защититься, однако ему повезло, что у него оказался талисман, который остановил атаку, иначе Чутяня тоже бы дисквалифицировали. Удивился. Донесся из парящего в воздухе драгоценного меча холодный голос Чуйсин-Хэ. «Мой меч — мое сердце. Хотя я ушел, 3 меча остались, поэтому я мог наблюдать за всем, что здесь происходило. Ты слишком невнимателен, как подло». Однако его мастерство нельзя было не признать. Чутянь, сосредоточенный на массиве, не обратил внимания на мечи, которые оставил Чуйсин-Хэ. Кто мог представить, что мечи окажутся глазами Чуйсин-Хэ? Культивационный фундамент Наньгун Юнь был не самым высоким, однако марионеток нельзя было недооценивать. Фундамент Юнь-Я был примерно таким же, как у Ло Сян-Луна и Е Тянь-Лана, так что она была сильным помощником. Но коварное нападение Чуйсин-Хэ погубило их.
Выходит, Чутяню придется в одиночку столкнуться с 3 врагами. Ха! Небеса и правда на моей стороне. Вернулся приятно удивленный Ло Сянлун. Он запрокинул голову и расхохотался. Центральный город полнился слухами о башне испытания. Говорили, что в башне испытания хранится великое наследие или, возможно, сокровище, которое человек не сможет потратить даже за всю свою жизнь. Это наследие мог получить тот, кто даст ответ на извечный вопрос. За все эти годы находились люди, которые добирались до вопроса, но ответить на него так никто и не смог. Никто и подумать не мог, что сегодня на него ответит такой отброс, как Чутянь. Как Ло Сянлун мог не радоваться, глаза Е Тянлана жадно вспыхнули. Если он сможет получить древние сокровища башни испытания, значит, он не зря пережил все унижения. Чу Син-хэ сохранял холодное спокойствие. Он сжал меч, и 3 драгоценных меча подлетели к нему. В пристальном взгляде его черных глаз читалась жажда убийства. Чу Син-хэ был намного страшнее смеющихся Ло Сянлуна и Е Тянлана. Чу Син-хэ видел, как Чутянь разгадал массив. Этот юноша был слишком опасен. Одно его существование может оказаться для Чу Син-хэ серьезной угрозой. Чу Син-хэ был излишне самоуверенным. Как он мог терпеть юношу, который оказался более выдающимся, чем он? Даже если он не может его убить, то он все равно причинит ему вред и разрушит его будущее. Я действительно не знаю, повезло тебе или нет. Оправившись от удивления, Ло Сянлун кинул на Чутяня насмешливый взгляд. Надо отдать должное твоему защитному талисману. Если бы Чу Син-хэ победил тебя первым же ударом, ты бы слишком легко отделался, ты открыл дверь в сокровищницу и больше не нужен, холодно произнес Е Тянлан. Пришло время расплаты. Раз дело дошло до этого, зачем болтать попусту? Чутянь не был глупым. Он понимал, что они не поделятся с ним сокровищами. Его глаза сверкнули, и он спокойно сказал: «Хотите попробовать по очереди или вместе?» Он вот-вот погибнет, но все равно ведет себя так высокомерно. Он столкнулся с 3 молодыми мастерами центрального государства. Даже один молодой мастер мог вызвать в центральном государстве волнение, а он столкнулся с 3. Раз ты так уж недоволен, мы отдадим тебя молодому мастеру Небесного Волка. Большое спасибо. Обрадовался Е Тянлан. Он так долго ждал этого шанса, Е Тянлан не стал ничего говорить. Применив чудовищную трансформацию, он превратился в волка. Оттолкнувшись от пола всеми 4 лапами, он кинулся вперед. А теперь умри. На губах Чутяня показалась холодная улыбка. Он с облегчением вздохнул. У Чу Син-хэ были свои планы, он не хотел делиться сокровищами с Ло Сянлуном и Е Тянланом, поэтому он специально это сказал. Как Чу Син-хэ мог ничего не понимать? Напав, Е Тянлан окажется в тупике. Это хорошо. Прежде у Чутяня не было шанса победить, но теперь он появился, хоть и крохотный. Хочешь покалечить меня? Сначала спроси, согласна ли на это моя марионетка. Марионетка, стоящая позади Чутяня, бросилась вперед, и один из ее кулаков врезался в Е Тянлана. Е Тянлан увернулся от кулака марионетки и отлетел на несколько метров назад. Думает, можешь остановить меня такой жалкой техникой. Неплохо. Марионетки могли с легкостью перемещаться по лабиринту, потому что интеллект большинства чудовищ был низким. У Е Тянлана был серьезный боевой опыт, так что он не расслаблялся. Пока он уклоняется от ударов Чутяня, все идет хорошо. Даже если он не сможет победить марионетку, он все равно убьет Чутяня. Это было так же легко, как съесть пирог. Чутянь странно улыбнулся. Ты ошибаешься. За спиной Е Тянлана появилась гигантская ладонь. Е Тянлан был потрясен. Какая подлая атака, он отреагировал, но было слишком поздно. Ладонь ударила Е Тянлана и разрушила его защитную энергию, отбросив его к ногам Чутяня. Вторая марионетка, этот парень, управлял 2 марионетками. Приказав своей марионетке отбросить Е Тянлана в сторону, Чутянь активировал божественное чутье и завладел марионеткой Наньгун Юнь, которая тоже ударила Е Тянлана. Насколько сильной она была, Е Тянлан не сильно пострадал, однако защищаться уже не мог. В руке Чутяня вспыхнуло сердце марионетки, и гигантская марионетка, стоящая над Е Тянланом, занесла кулак, словно молот. Е Тянлан не успел рассвирепеть, как превратился в белый свет и исчез. Вот на что способен молодой мастер бродячего пса. Чутянь управлял еще и марионеткой Юнья, что стояла у него за спиной. Перед ним заняли оборонительную позицию 3 марионетки. Чу Син-хэ был совершенно спокоен, словно уже обо всем догадался. Ло Сянлун был шокирован. Как это возможно? Как можно управлять всеми марионетками? Он может делить сознание на части. Это божественное чутье, холодно произнес Чу Син-хэ. Он уже преодолел царство глаза разума и теперь может управлять марионетками на расстоянии. Что? Он преодолел царство глаза разума.
Никто никогда не слышал о подобном, Чу Синхэ сказал: «Брат Ло, ты достаточно силен». Ло Сянлун быстро оправился. Этот отброс Е Тянлан не смог выполнить задачу, так что теперь моя очередь. Чу Синхэ наблюдал, как Ло Сянлун идет вперед, и в его взгляде проскользнула холодная насмешка. Чу Тянь стоял возле светящегося зеркала, его защищали 3 гигантских марионетки. Он хладнокровно спросил: «Хочешь испытать силу гигантских марионеток?» «Гигантские марионетки», — рассмеялся Ло Сянлун, достав загадочный талисман. Он громко выкрикнул: «Это всего лишь куклы». Талисман вспыхнул ярким светом. Ло Сянлун превратился в 20-метрового гиганта, который оказался даже выше марионеток. Один его удар заставил марионетку рассыпаться на куски. Стремительно, словно молния, он ударил другую марионетку, и та отлетела в угол. Наконец его руки устремились вперед, словно драконы, выскочившие из моря, и раскрошили в щепки последнюю марионетку Дика. Безжалостно, пройдя долгий путь, марионетки лишились защитных рун и растеряли силы. Ло Сянлун, воспользовавшись талисманом, быстро увеличил свою боевую мощь. Из-за техник ближнего боя, которыми владела семья Ло, марионетки не смогли отбиться, и Ло Сянлун раздробил их на куски. Кажется, они действительно нашли что-то в гигантском лабиринте. Превратившись в гиганта, Ло Сянлун стал в 5-6 раз сильнее и почти достиг царства истинной души. Он был намного сильнее гигантских марионеток. Это означало, что его боевая мощь равняется силам гигантских стражников. Самым главным было то, что Ло Сянлун, в отличие от глупых гигантов, владел культивационными техниками и боевыми искусствами. Он определенно был сильным врагом. «У тебя больше нет кукол». Голос Ло Сянлуна стал громким и пугающим. Он медленно прорычал: «Я могу раскрошить все твои кости. В качестве благодарности за то, что ты открыл сокровищницу, я сделаю это быстро». Несомненно, сокровище получит лишь один из нас. Чу Тянь видел гибель марионеток, однако остался спокойным и даже не моргнул. «Но это будешь не ты». Чу Тянь плавно взмахнул рукой. Из главного зеркала вырвался луч света. У Ло Сянлуна перекосилось лицо. Может быть, кажется, он что-то заметил и попытался сбежать, но не успел. Что в мире может быть быстрее скорости света? Отразившись 30-40 раз, луч света, набравшийся сил, ударил в гигантское тело Ло Сянлуна. «Нет!» — жалобно закричал Ло Сянлун. Не успел он добежать до коридора, как его пронзил луч света. Появилась белая вспышка. Ло Сянлун тоже покинул пространство испытания. Чу Тянь справился с ним, словно это было плевым делом. Его взгляд упал на Чу Синхэ. Он стал невероятно спокойным, словно встретил знакомого, которого не видел уже несколько лет. «Молодой мастер Небесного Меча, ты допустил 2 ошибки. Во-первых, причинил вред моим людям, во-вторых, послал своих товарищей на смерть», Чу Синхэ холодно сказал. «И что с того?» Чу Тянь ответил: «Я разберусь с тобой лично, с самого начала я мог убить тебя, но не сделал этого. Я хотел, чтобы ты открыл сокровищницу». Чу Синхэ жутко хохотал, словно ночной филин. «Ты совершил серьезную ошибку, недооценил мои силы». Чу Синхэ активировал искусство меча. Драгоценный золотой меч разделился на 2 меча, 2 меча разделились на 4. Под конец их стало 16. Он вращались вокруг Чу Синхэ так быстро, что их нельзя было разглядеть невооруженным глазом. «Действительно считаешь, что можешь победить меня?» Чу Синхэ медленно взмыл в небо, высокомерно глядя на него, словно бог мечей. В главном зале раздался холодный голос, похожий на острое лезвие: «Я покажу тебе, насколько это глупая идея». Чу Тянь рассмеялся: «Я так не думаю». Глава 185. На пределе сил. 16 драгоценных золотых мечей не отличались ни длиной, ни формой, ни размером. Лезвие каждого меча было гладким, словно зеркало, на котором были выгравированы изображения драконов. Ци меча бушевала, подобно шторму. «Ты переоцениваешь себя», — сверкнул глазами Чу Синхэ. Маленький светлячок посмел соревноваться с солнцем и луной. 16 мечей, наполненных энергией, торчали у него из-за спины, как павлиний хвост. Испускаемый ими золотистый свет производил неизгладимое впечатление. Мечи двигались так быстро, что их нельзя было разглядеть невооруженным глазом, они рассекали воздух. Всякий раз, когда меч падал вниз, он оставлял после себя шлейф паутины из ци меча. Давление можно было сравнить с мощью бурного шторма. Лезвие бури. Древнее искусство меча всегда открывалось с разных сторон и было непредсказуемым.
С его помощью можно было и убить того, кто находился за 1000 километров от тебя, и вытащить что-то из кармана. Резкий свист мог разорвать барабанные перепонки. Казалось, что пугающая ци меча может разорвать воздушное пространство. Такая мощная сила атаки. Чу Син Хэ действительно был достоин своего статуса. Его атака оказалась быстрой, будто молния. Свет создал паутину, словно нарисованную чьей-то невидимой рукой, и создал огромный барьер. Барьер оттолкнул атаку 10 тысяч мечей, главный зал трясся. Обрывки ци, пролетев через весь зал, оставили в камне глубокие вмятины. Неужели я настолько глуп, чтобы помочь тебе и открыть сокровищницу? Чу Тянь стоял возле светящегося зеркала целый и невредимый. Его окружала светящаяся сеть. Сейчас с зеркальным массивом управляю я, у меня все под контролем. Неважно, насколько мощное у тебя искусство меча, ты не можешь ничего со мной сделать. Чу Тянь смотрел на окружающее пространство, как на скопление секторов. Откуда бы Чу Син Хэ не напал, он сможет отбить его атаку. Чу Тянь расставил зеркало заранее, когда еще работал с массивом, иначе он не открыл бы сокровищницу. Дурак отказывается сдаться. Ты полагаешься лишь на внешние силы. Сколько секторов сразу ты можешь защитить? Чу Син Хэ сделал еще один ход. Массив 32 драконов. 16 мечей вдруг взорвались, превратившись в 32 меча, и вспыхнул свет. Зеркальный массив скрылся за мечами, атака стала еще интенсивнее, вниз рухнули 1000 мечей из ци, это напоминало бурю, которая обрушивалась на одинокий остров дикими цунами. Полосы света, отображающиеся от зеркал, постоянно меняли расположение. Неважно, с какой стороны приходила атака, ни одна из них не могла ранить Чутяня. Чутяню было трудно предугадать траекторию луча, однако он все же приспособил свет для защиты и обороны. Он не допустил ошибок, поэтому все мечи, направленные на него, отскочили назад. Он не мог напасть. Если он продолжит обороняться, то может ошибиться. Чутянь повернул главное зеркало, и луч света отразился от нескольких зеркал. На полу остался след от него, длинная полоса. Чу Син Хэ мгновенно увернулся. Он увернулся. Чу Син Хэ не мог быть быстрее скорости света, поэтому уклонился до того, как Чутяня атаковал, он не мог безошибочно определить угол отражения луча, так что он, должно быть, воспользовался глазом разума. Так у него есть глаз разума. Чутянь надавил на зеркало, и луч отразился еще от нескольких зеркал. Свет разделился на несколько лучей и превратился в 5 атак, несущихся с разных сторон. Если у тебя есть мастерство, то уклонись от всех лучей сразу. У Чу Син Хэ был глаз разума, но и у Чутяня он был. Чутянь знал, что способности глаза разума ограничены, а божественное чутье, в отличие от фонаря разума, было сконцентрированным, а не рассеянным. Чу Син Хэ не смог бы увидеть все, даже обладая глазом разума. Кто же мог подумать, что Чу Син Хэ уже приготовился обороняться? Щит дракона. Золотой драгоценный меч повис перед Чу Син Хэ и превратился в огромный толстый щит. По нему ударил луч света, и наружный слой щита расплавился. Щит разъедало силой, и, наконец, во все стороны разлетелись бесчисленные осколки меча. Чу Син Хэ был уже не за щитом. Щит подарил ему время, чтобы переместиться в безопасное место. Массив 64 драконов, главный зал наводнил драконий рев, в воздух взмыли 64 меча, плотно прилегающие друг к другу. Каждый меч переполняла драконья мощь, каждый меч был золотым когтем дракона, окруженным силой духовного источника. Атаки мечей уже не были такими прямолинейными, справиться с Чу Син Хэ оказалось действительно трудно. Казалось, что его силе нет предела, хотя его культивационный фундамент был всего лишь на 4-м уровне пробужденной души, его боевой мощи было достаточно, чтобы от позора покраснели некоторые из сильнейших личностей центрального города. Вокруг Чу Син Хэ велись бесчисленные золотые драконы. Его тело окружал свет, а аура, доходящая до потолка, придавала ему сходство с божеством. Взгляд его холодных глаз действительно пугал. «Думаешь, светящееся зеркало может меня остановить? Я уничтожу этот массив и лишу тебя сил. Посмотрим, сможешь ли ты потом отбивать мои атаки». В голосе Чу Син Хэ слышалась уверенность, его переполняло нетерпение. 63 золотых дракона, видимо, получив приказы, ринулись к светящейся решетке, словно акулы, учуявшие запах крови. Эти золотые драконы были куда сильнее прежних, и на этот раз лучи света могли их упустить. Чу Син Хэ хочет уничтожить массив. Без зеркального массива Чутянь не справился бы даже с Етянланом. Что уж говорить о Чу Син Хэ, лидере 4 молодых мастеров. Высвободив все божественное чутье, Чутянь повернул несколько зеркал. Над массивом протянулась светящаяся дуга. Небо заполонили лучи света. Драконы, попавшие под атаку лучей, отступили. Чу Син Хэ посерьезнел. Драконы снова приготовились к атаке. Чутянь был недвижим, словно сказала:
Фонарь разума теперь охватывал лишь 30 метров диапазона, однако божественное чутье стало сильнее. Оно блокировало каждое движение драконов. Углы и траектории перемещения. Скорость и направление атак. Божественное чутье ясно показывало Чутяню намерения золотых драконов. Он сосредоточился, продолжая управлять световой решеткой. Каждый золотой дракон сталкивался с лучом, и Чу Синхэ не мог одержать верх. Золотистый свет столкнулся с золотым драконом. В воздух выплеснулась золотая энергия. Главный зал содрогался от каждой атаки, от каждой ударной волны. Глубокие знания Чутяня помогали ему придерживаться идеального плана. Сложная система отражений придавала каждому лучу скорость и точность, которые блокировали атаки драконов. Молодой мастер небесного меча силен только в этом. Услышав провокацию Чутяня, Чу Синхэ рассвирепел еще сильнее. Его взгляд стал гораздо кровожаднее, чем был. Он и подумать не мог, что этот сопляк, даже не достигший царства прославленной души, сможет так долго противостоять имперскому искусству драконьего меча. Столкнувшись с массивом мечей Чу Синхэ, даже культиватор 5-го уровня пробужденной души мог продержаться не больше 10 секунд. Массив мечей, обладающий безграничной силой, просто не мог не уничтожить этого мальчишку. Он полагался лишь на зеркальный массив, мечу Чу Синхэ не было равных. Как ему мог противостоять обычный культиватор 2-го уровня пробужденной души? Божественный дракон, падающий с небес. 64 дракона взмыли в небо и скопились прямо над головой Чутяня. Выплеснув ауру, которая рекой хлынула вниз, они одновременно понеслись к врагу. Чутянь провел правой рукой по главному зеркалу, и луч света, отразившись несколько раз, превратился в большую светящуюся паутину, которая остановила золотой поток. «Крушите все!» Громко зарычав, золотые драконы приняли прежнюю форму. Из-под ног Чу Синхэ вылетел золотой дракон, который превратился в золотистый свет, несущийся к Чутяню. Однако на полпути свет изменил направление и полетел обратно. Собираясь отбить удар, Чу Синхэ быстро выставил вперед меч. Пугающая сила ударила по драгоценному мечу, и Чу Синхэ отлетел в сторону. Теперь мой черед. Одинокий луч отражался десятки раз. Мало того, что луч набирал силу, так он еще и исчезал из поля зрения глаза разума Чу Синхэ, так что обнаружить его было невозможно слишком быстро. В конце концов, это ведь луч света, что в мире может превышать скорость света. Золотой свет врезался в грудь Чу Синхэ, словно огромное копье. Это была невероятно мощная атака, даже Чу Синхэ не смог ее отбить. Его пронзило насквозь, словно лист бумаги, и тело, пролетев несколько метров, упало на пол. Убит ли он? Если так, что знаменитый Чу Синхэ не заслуживал своей репутации, когда его пронзил свет, золотые мечи не упал на пол. Они начали собираться вместе. Чутянь медленно менялся в лице, меч засиял и превратился в Чу Синхэ. Он гордо стоял, сжимая рукоять меча, одетый в длинные синие одежды с белой нефритовой короной на голове. Он приземлился, словно бессмертный, на него было страшно даже смотреть. Чутянь только что напал на Чу Синхэ. Так откуда взялся второй Чу Синхэ, оставался лишь один меч, из которого и возник Чу Синхэ. Маскировочная техника, он попал в ловушку. Группа драконов оказалась всего лишь отвлекающим маневром. Чу Синхэ шел к Чутяню, а Чутянь всмотрелся в его меч. Когда у него из-под ног вылетел золотой дракон, он превратился в золотой меч. Когда с драконами было покончено, Чу Синхэ совершил ложную атаку, направив к Чутяню золотого дракона. Чутянь сосредоточился на фальшивом теле, а меч, который летел к нему, даже не должен был его убить. Сейчас Чу Синхэ навис над Чутянем. Все это время Чу Синхэ смотрел через глаз разума. Он обнаружил в светящейся паутине слепую зону. Хотя Чутянь мог двигать зеркало божественным чутьем, Чу Синхэ все равно оказался слишком быстрым. Моё тело наполняют тысячи золотых драконов. Меч и человек сливаются воедино. Десятки мечей превратились в золотистый свет, который проник в тело Чу Синхэ. Человек стал мечом, а меч стал человеком. Из правой руки вырвался гигантский золотой меч и взмыл к потолку. В потолке появилась большая дыра. Тайное искусство духовного меча. Небесный удар. Мощь меча ужасала. Чу Синхэ действительно заслужил статус самого талантливого члена семьи Чу. Он объединил имперское искусство драконьего меча с тайным искусством духовного меча. Сначала он, применив мощнейшую технику имперского искусства драконьего меча, слился с мечом, а потом, управляя телом, как мечом, активировал небесный удар. Небесный удар был сильнейшей техникой тайного искусства духовного меча. В этот удар Чу Синхэ вложил все свои силы. Насколько же он был сильным, этот удар мог даже превзойти ожидания Чутяня. Один такой удар мог убить даже культиватора 6-го уровня пробужденной души. От такого удара пострадал бы даже эксперт царства истинной души. Это был Чу Синхэ, лучший гений центрального города. В длину меч достигал сотни метров. Он падал, а давление нарастало. Оно давило не на Чутяня, а на зеркало,
и поворачивала их, мешая Чутяню управлять ими. Меч оглушительно ревел, он пропахал в полу глубокую борозду, она пришлась на центр зала и растянулась на 10 метров. Невероятно сложный древний массив пересекло от края до края, загадочная сила, питающая зеркальную решетку, ослабла. Светящийся зеркальный массив начал угасать. Этот удар фактически уничтожил огромный массив. Что могло остаться от смертного тела Чутяня? Разница в силе была слишком большой, Чутянь был обречен на поражение, лицо Чу Син-хэ побледнело. Он осмотрел разрушенный главный зал, и безразличие на его лице наконец сменилось холодной усмешкой. Он переоценил Чутяня. Он заставил меня пойти на такой маневр, и это привело меня к великолепной победе, а его — к поражению. Но это было не в духе Чутяня, Чутянь был властным и уверенным в себе. Чутянь считал, что может уничтожить его с помощью зеркального массива, а Чу Син-хэ мог стереть в порошок и его, и зеркальный массив. Чутяню вряд ли удастся выбросить из головы его непобедимый образ. Он станет для Чутяня скалой, на которую тот так и не смог подняться. Чу Син-хэ лишь усложнит ему путь культивации. Чу Син-хэ вернул меч обратно в ножны, как вдруг ощутил за спиной странную силу. Это плохо. Из ножен к потолку снова взмыл меч, однако прекрасный пылающий меч вонзился в спину Чу Син-хэ и пронзил его насквозь. Удар адского пламени. Чу Син-хэ запаниковал. Прямо перед ним, целый и невредимый, стоял юноша в обычном халате. На надменном лице юноши виднелась холодная усмешка. Пылающий меч пронзил его насквозь, и по телу побежало адское пламя. Нет. Невозможно. Чу Син-хэ не мог поверить в случившееся. Как Чутянь выжил после атаки, которую не выдерживали даже эксперты прославленной души? Как Чутянь остался невредимым? Чу Син-хэ поверить не мог, что его меч не убил Чутяня, а меч Чутяня убил его. Я выполняю обещание. Я сказал, что убью тебя лично, поэтому, естественно, убил тебя лично. Слово «лично», которое терзало слух Чу Син-хэ, Чутянь произнес наиболее отчетливо. Неважно, смирился ты или нет, но ты уже проиграл. Так называемый молодой мастер небесного меча не больше, чем посмешище. Когда Чу Син-хэ попал под удар адского пламени, он окончательно проиграл, потому что вложил в последнюю атаку всю духовную энергию. Меридианы в его теле, лишённые духовной энергии, полностью заполонило адское пламя. Адский меч пронзил его сердце. Неважно, каким сильным был Чу Син-хэ, сопротивляться он уже не мог. Взмахнув правой рукой, Чутянь убрал адский меч в ножны. Не оглядываясь, он зашагал к огромным воротам. Его халат трепетал. На его плече появился туман, который превратился в белого лисенка. Лисенок насмешливо усмехнулся Чу Син-хэ и скорчил ему рожу, наконец-то. Чутянь ступил за огромные ворота. Ворота сокровищницы медленно закрылись, после чего растворились в воздухе главного зала. Нет. Громко взревел Чу Син-хэ, и его тело тут же поглотило адское пламя. Нефритовый жетон у него на груди ярко сверкнул, а потом некая сила выбросила его из башни испытания. Проиграл, молодой мастер небесного меча проиграл, Чу Син-хэ, лучший культиватор центрального города, проиграл, и неважно, что понять, как Чутянь этого добился, было трудно, еще ни один человек не заставлял его испытывать подобные чувства. Стыд и злоба, словно из него вытрясли душу.